Ну что, ребят, вот вы сами увидели, на что способен вот этот маленький трактор. Реально гребет, сугробы выше себя. Давайте еще подсветочку включу, она смотрится очень красиво. В общем, вот такой, компания Greenworks, самоходный блок управления, вернее пульт. Вот можем свет выключить. Вот, и на все про все есть индикация заряда аккумулятора, полностью вся площадка вычищена. Аккумуляторы еще смогут, ну как бы на 25% они еще заряжены. Скорость, подача, угол наклона, регулировка башки, вот, направление скидывания снега. В общем, вот такой классный красавец. Друзья, всем привет! Вы на канале Ренат Строит. Те, кто не в курсе, я строю баню для Василия Отшельника, и в этом выпуске я продолжу ее делать. Помимо этого, я параллельно открываю бизнес с нуля по поводу строительства именно бань, малоэтажных зданий. В общем, если кому-то что-то нужно построить, обращайтесь, сделаем в лучшем виде. Вот. Ну а теперь давайте перейдем именно к самой бане, которая делается для Васи. В общем, разворачиваю камеру и смотрите, что у меня получается. На данном этапе у меня полностью сделан каркас, как вы можете видеть. Вот эти два проема, это дверь, окно. Получается, чуть позже будет точно понятно, где станет дверь, где окно. Ну вот, затянуто все гидроизоляционной мембраной. Сделан вент-зазор. Вот, соответственно, сейчас мне нужно будет внутреннее пространство утеплить. В каркас заложить утеплитель. Какой утеплитель я буду закладывать, вам, естественно, все покажу. Расскажу, какой, для чего. В общем, все увидите. Вот смотрите, что бы еще хотел показать. Видите, на крыше лежит снег. Уже там он сегодня подтаял в половину, наверное, сантиметров 30 снега было. Вот, а внутри ни капли. Внутри все сухо, ничего не протекает, не промокает. В общем, всегда рекомендую использовать хорошую, качественную мембрану. А теперь сейчас поднимусь на склад на второй этаж и покажу вам и расскажу, какой утеплитель буду применять. В общем, многие из вас пишут мне в комментариях, в личных сообщениях, в различных соцсетях, просят подсказать, ну, пишут такие сообщения, что: Ренат, подскажи, какой утеплитель мне использовать для утепления пола, стен, крыши, балкона, также фасад. Какой утеплитель мне заложить под сайдинг, чтобы все было хорошо, качественно, тепло. В общем, друзья, вот утеплитель компании Технониколь. Я его вам рекомендую. Утеплитель хороший. Применяется Rocklite, мастер, мансарда, скатная крыша, холодный чердак, баня, полы по лагам, каркасные стены, фасад под сайдинг. В общем, здесь все есть. Все характеристики. В общем, друзья, не горит, устойчив к воздействию от грызунов, что тоже очень даже хорошо. Устойчив к влаге, снижает уровень шума. В общем, очень много хороших показателей. В общем, этим утеплителем я и буду утеплять баню для нашего Василия, для нашего отшельника. В общем, будет все очень круто. Теплозвукоизоляционные материалы Технониколь являются эффективным и безопасным решением для частного дома, квартиры и бани. Эксплуатационный срок материалов практически равен сроку службы дома – 50 лет. Для изоляции строительных конструкций, в которых теплоизоляция не воспринимает внешние нагрузки, рекомендуется использовать плиты из каменной ваты Rocklite. Удобный в монтаже материал, идеален для изоляции мансарды, каркасных стен, полов, перекрытий, перегородок и других конструкций. Также применяется для изоляции наружных стен зданий с облицовкой сайдингом или фасадной плиткой. Рекомендуется использовать плиты из каменной ваты Техноблок Стандарт. А по промокоду Ренат Строит 2023 до конца 2023 года вы сможете получить 15% скидку. В общем, приобретайте. В общем, ребят, сейчас утеплил стеночку. Все очень легко, быстро делается. Смотрите, беру целый мат, вставляю, дохожу до верха, расстояние, которое остается, отмеряю, добавляю сантиметр, вот, обрезаю. Обрезанный кусок уже ставлю вторым слоем, и у нас все швы, получается, идут в перехлест. Никакого мостика холода не будет. Как вы можете видеть, все полностью распор. Вот, никаких щелей, ничего нет, все хорошо, все плотно. Стойки у меня 590 стоят, расстояние между ними, утеплитель 600 на 1200 миллиметров, соответственно, вот этот сантиметр
он распирается и все прекрасно держится. Все хорошо. Ведем последовательно. Первый слой довели снизу до конца, снизу до верха. Оставили. Вот я кусочек еще вот здесь вот не вставил, так как такие маленькие куски я в последнюю очередь затыкаю, потому что в любом случае будут обрезки. И чтобы не резать, не портить целый мат, я уже потом кусочек туда вставлю из того, что будет. В общем, все вы прекрасно сами видите. Вот такая красота получается. И все будет очень даже тепло. В общем, смотрите, вот пользуюсь вот таким ножом. Вот эта волнистая сторона на один раз срезает. Есть вот вторая с зазубринами, как пила. В общем, можно пользоваться обычным канцелярским, малярным ножом, кто как его называет. Но у меня есть такой нож, и он очень мне в работе помогает. Лезвие довольно-таки жесткое, не гнется, как у малярных ножей. Вот, и как бы линия уже идет точная, ровная. Кстати, что бы еще хотел добавить, также есть толщины как 50 мм, так и 100. Я использую в данной конструкции 50 мм, но обязательно все перехлестываю, идет в шахматном порядке, повторюсь еще раз. И тогда, если вы сделаете все правильно, у вас все будет достаточно тепло и качественно. В общем, у меня стеночки полностью утеплены. Вот видите, одна, вторая. Вот здесь тоже у нас уже есть утеплитель. Вот, в общем, сейчас здесь темнеет. Я уже на камере включил фонарик, но, наверное, уже темно. В общем, не переживайте, банька полностью будет утеплена, сделано все качественно, хорошо. Многие говорят, что как себе, но как себе не нужно делать хорошо и качественно. Вот, потому что и себе можно сделать плохо. Где-то, а и так сойдет. В общем, всегда работаем на совесть. Сейчас вернусь домой и вам кое-что интересное расскажу. В общем, друзья, следите. Вот я и дома. Кто не видел, в прошлом выпуске я показывал деревянные изделия, которые делаются у меня из остатков и реализуются на моем сайте. Также есть выход уже на маркетплейсы. Те, кто не подписан на мой телеграм-канал, обязательно переходите. Ссылочки на маркетплейс есть там. Ссылка будет на сайт в описании. В общем, друзья, я думаю, вам понравится. Переходите обязательно, приобретайте. Тем самым вы поддержите меня. Эти деньги также пойдут на благотворительность частично, на помощь нуждающимся. Ну вот как в сегодняшнем выпуске мы строим баню для Василия, я не делаю никакой сбор. Соответственно, туда тоже в любом случае требуются финансы. Вот, и частично, если будут продаваться изделия, которые делаю я своими руками, вы сможете поддержать такие проекты. А на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, отличного настроения, мирного неба над головой. Пусть у вас все будет просто круто, классно, офигенно. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. До новых встреч, друзья, в новых выпусках.